Глава 601. Проникновение в секту. Часть 3. Хань Ли и другие культиваторы стадии конденсации Ци не были удивлены информацией об испытаниях, когда прибыли на гору рассвета вместе с юношей по имени Юй. По пути они встречали множество культиваторов, причем все они были на стадии конденсации Ци. При виде него все они отдавали ему свое почтение. Похоже, у этого юноши была высокая репутация в секте дрейфующего облака. За все время им попался только один культиватор в стадии заложения фундамента. Это был мужчина в желтой одежде, с худым лицом и острыми ушами. Он взлетел с горы рассвета, но, увидев юношу по имени Юй, улыбнулся и обратился к нему: «Младший боевой брат Юй, это 6 новоприбывшие ученики». Кажется, в этот раз их не так много, хотя он вежливо говорил с юношей, было заметно, что скрывал свои мотивы. Красивый молодой человек неосознанно нахмурился при виде культиватора в желтом, однако он спокойно ответил: «Выходит, что так, старший боевой брат Янь. Но сначала этих людей нужно проверить и познакомить с мастером секты, прежде чем они станут официальными учениками. Пока они только кандидаты». Культиватор в желтой одежде усмехнулся и сказал: «Вот так. Однако, младший боевой брат, я должен тебе напомнить, что моему отделу создания талисманов нужны ученики. Как ты думаешь, сможешь подобрать мне парочку?» В этот момент его глаза сосредоточились на группе за молодым человеком. Выражение лица Хань Ли было спокойным, хотя он почувствовал отвращение от его взгляда. Судя по тому, как он смотрел на них, и по тому тону, с которым говорил, он, конечно, хотел, чтобы они пахали на него до 7-го пота. Когда другие культиваторы услышали его, их выражения слегка изменились. Казалось, что у них тоже не было благоприятного впечатления о нем. «Старший боевой брат Янь, я не вправе решать такие вопросы. Вы должны знать, что распределением учеников занимается мастер секты. Если старший боевой брат считает, что в его отделе недостаточно учеников, вам следует поговорить с мастером секты. Прошу прощения, мне больше некогда с вами болтать, поскольку старший боевой брат Мя все еще ждет меня в приемной резиденции». Сказав это, юноша по имени Юй наигранно улыбнулся и тут же отказался от его просьбы. Проговорив оправдание, он топнул по своему магическому инструменту и полетел с группой в направлении павильона. Культиватор в желтом хотел было еще что-то сказать, но, услышав, как юноша упомянул о старшем боевом брате Мя, он слегка поколебался и позволил ему уйти. Проводив взглядом юношу и остальных до павильона, выражение его лица изменилось. Опустив голову на мгновение, он холодно фыркнул и улетел в другом направлении, превратившись в полоску желтого света. В тот момент группа уже прибыла на первый этаж павильона и встретилась с незнакомым человеком. Молодой мужчина с большим интересом рассматривал бамбуковый свиток, сидя в кресле из песчаного дерева. На вид ему было лет 30, но уже был на поздней стадии заложения фундамента. Хотя он только что достиг этой стадии и еще не укрепил свою культивацию, он определенно обладал редким талантом. Достигнув такой высокой стадии в столь молодом возрасте, он возлагал большие надежды на то, чтобы прорваться к стадии формирования ядра. Неужели это из-за него культиватор в желтом больше стал досаждать младшему боевому брату Юй? Когда другие культиваторы увидели этого молодого мужчину и уровень его культивации, они в шоке переглянулись между собой. В этот момент мужчина уже отложил бамбуковый свиток и взглянул на юношу. Он сказал мягким голосом: «Младший боевой брат Юй, я доставил тебе неприятности. Младший боевой брат Янь задержал тебя по дороге, поскольку старший боевой брат уже знает об этом, не нужно спрашивать». Однако этот мужчина снова беспокоил старшую боевую сестру Пелин, с отвращением сказал Юй. Хотя младший боевой брат Янь и ведет себя слишком вызывающе, он по-прежнему является учеником нашей секты дрейфующего облака. Твои слова неуместны. Однако тебе следует приглядывать за ним. Если мастер секты узнает об этом, его наказание будет неизбежно в будущем. Хотя слова юноши должны были задеть его, молодой мужчина ответил совершенно спокойно. В его голосе не было ни намека на гнев. Однако сердце младшего боевого брата Юя дрогнуло, и он тут же сказал: «Старший боевой брат прав, я буду приглядывать за ним». Увидев, что юноша признал свою ошибку, старший боевой брат Мя кивнул головой и улыбнулся. Затем он перевел свой взгляд на Хань Ли и других, словно начав их оценивать. Он смотрел на них так, словно изучая с ног до головы. Это значительно разволновало присутствующих. Хань Ли показалось, что его взгляд на мгновение остановился на крупном бородаче, а затем тут же перешел к другому человеку. Хотя невозможно было понять истинное совершенствование Хань Ли, он все равно чувствовал себя немного неловко. Спустя мгновение старший боевой брат Мя убрал свой взгляд и спокойно похлопал себя по талии, вынув талисман, сверкающий серебряным светом. «Хорошо, что вас всего 7, а то бы у меня на всех не хватило талисманов истинного сердца»,
Младший боевой брат Юй, возьми их и прикрепи к ним на одежду. Как только они будут активированы, приведи их в мой кабинет, спокойным тоном проговорил старший боевой брат Мяу и передал юноше талисман. Затем он встал со стула и поднялся на второй этаж, не обращая на них никакого внимания. Однако, когда молодой мужчина повернул за угол, он внезапно наклонился и начал кашлять. Это звучало довольно болезненно, но вскоре ему удалось подавить кашель и направиться к лестнице под изумленными взглядами всех присутствующих. В глазах Хань Ли мелькнуло удивление, но оно тут же исчезло. Младший боевой брат Юй с беспокойством вздохнул, а затем повернулся к Хань Ли и остальным. Это талисманы истинного сердца. Я уверен, что вы знаете, для чего они, поэтому не буду понапрасну тратить воздух. Если у вас зловещие замыслы, то вам лучше уйти самим. В противном случае, не обвиняйте нашу секту дрейфующего облака за то, что мы безжалостны. Сказав это, юноша с холодным блеском в глазах взглянул на 7 культиваторов перед ним. Хотя его тон был довольно грозным, никто не осмеливался уходить. В результате юноша кивнул с непринужденным выражением и бросил все 7 серебряных талисманов культиваторам. Все талисманы мгновенно прикрепились на правое плечо каждого. Затем юноша просто сел и закрыл глаза. Остальные с тревогой переглянулись между собой. Хотя все они мыслили одинаково, никто не осмеливался убрать талисман истинного сердца. Они могли только ждать. В этот момент Хань Ли наклонил голову к плечу и взглянул на серебряный талисман. Спустя мгновение он ухмыльнулся. Вскоре после этого талисман засветился серебряным светом и исчез. Когда юноша почувствовала, что это произошло, он открыл глаза и взглянул на Хань Ли, а затем быстро проговорил: «Поднимайся на второй этаж, старший брат Мя ждет тебя». Когда Хань Ли услышал это, он взглянул на талисман и тут же направился к лестнице. На втором этаже было совершенно пусто, кроме 2 молитвенных ковриков. Молодой мужчина сидел, скрестив ноги, на одном из них. Когда он увидел, что пришел Хань Ли, он указал на другой молитвенный коврик и улыбнулся: «Пожалуйста, присаживайся. Не нужно нервничать, все пройдет быстро». Техника допроса — это что-то вроде чарующей техники. Она определяет, действительно ли ваши ответы правдивы. Разумеется, она не дает 100% результата, но верна в большинстве случаев. Я задам тебе всего 10, и если на 3 из них ты соврёшь, тебя не примут в секту. Все понятно, Хань Ли кивнул головой и искренне проговорил: «Я все понял». Затем он сел на молитвенный коврик перед мужчиной и внутренне усмехнулся. Можно подумать, техника истинного сердца могла раскрыть его истинные намерения. «Хорошо, давай приступим. Где ты родился?» Видя, что талисман на плече Хань Ли вспыхнул серебряным светом, он начал задавать вопросы. Хань Ли и другие вылетели из павильона и направились прямо к самой большой горе. Все культиваторы, без проблем, справлялись с допросом молодого мужчины. Таким образом, как только мастер секты дрейфующего облака признает их и запишет имена, они станут официальными учениками секты. Глава 602. Золотая фальшивая конституция. Главный пик горы, пика 6 чудес, был протяженностью более 10 километров. Множество других гор окружали гору рассвета, словно звезды луну. Вершина горы была окутана слабым фиолетовым туманом, скрывая все в таинственной дымке. Подножие, напротив, было оживленным. Множество зданий различных размеров покрывали гору, от сырых каменных комнат до обширных 100-метровых дворцовых залов, между которыми было бесчисленное множество известняковых дорог. Среди этих дорог были различные торговые палатки, где продавались различные товары. Там было множество учеников секты дрейфующего облака, которые торговались с владельцами палаток. Когда Хань Ли и другие культиваторы увидели это, они были удивлены. Юноша по имени Юй уже привык к этому зрелищу, поэтому не обратил на это никакого внимания, а продолжил двигаться вперед на своем магическом инструменте. Таким образом, они пролетели около километра и попали в каменный зал. Каменный зал был сделан из огромных известняковых плит высотой в 100 метров. Каждая сторона зала была соединена с небольшими боковыми комнатами шириной около 20 метров. Множество культиваторов сновало туда-сюда по залу. Культиватор Юй приземлился на своей летающей чаше перед залом, и все они вышли. Затем он сделал руками жест заклинания, чаша тут же уменьшилась, и он убрал ее в свою сумку для хранения. «Ждите здесь, сначала я должен отчитаться перед мастером секты, а потом вызову вас». Сказав это, юноша вошел в зал. Охранники на стадии конденсации у дверных проемов почтительно открыли ему дверь и вежливо поприветствовали, наблюдая, как он входит в зал. После того, как юноша исчез из виду, охранники с любопытством взглянули на Хань Ли и остальных. Казалось, они уже догадались, кто они.
Спустя некоторое время в направлении дворцового зала метнулась полоска белого света, который тут же исчез. Этот свет был от огромного расшитого шара, на котором летел бледный молодой человек по имени Лю. Вместе с ним были 4 культиватора. Юноша с бледным лицом посмотрел на группу из 7 человек, включая Ханли, и на его лице появилось удивление. Но вскоре он приземлился и с гордостью вошел в каменный зал, оставив 4 молодых культиваторов снаружи. В следующий момент группа Ханли и группа из 4 молодых талантливых культиваторов взглянули друг на друга. По какой-то неизвестной причине атмосфера накалилась, несмотря на то, что обе группы должны были войти в секту. Казалось, между ними была неприязнь. Но поскольку они все собирались войти в секту дрейфующего облака, им пришлось скрывать это. Спустя промежуток времени, за который можно было закончить обед, культиватор Юй наконец вышел из зала. Когда он появился, он тут же поманил группу Ханли, а затем повернулся к 4 талантливым культиваторам: «Вы 4 пойдете с нами. Мастер секты желает принять вас всех одновременно». Сказав это, юноша повернулся и направился в зал. Обе группы не посмели задерживаться и поспешно последовали за ним. Следуя за юношей, они прошли через короткий коридор, а затем вошли в зал шириной более 100 метров. Там было 8 культиваторов, которые сидели на стульях и перешептывались между собой. У всех были странные выражения на лицах. После того, как ученики вошли внутрь, сидевшие культиваторы тут же прекратили разговор и начали рассматривать группу Ханли. В этот момент Ханли выглядел искренним, поскольку он проявил к ним уважение. Но в то же время он высвободил свое духовное чутье, чтобы осмотреть этих культиваторов. Здесь был культиватор на поздней стадии заложения фундамента, 2 культиватора средней стадии заложения фундамента, а остальные были только на ранней стадии заложения фундамента. Среди них сидел старший боевой брат Цу и бледный юноша. Культиватор поздней стадии заложения фундамента был в синей одежде, он вдруг махнул рукой юноше и улыбнулся: «Мы побеспокоили младшего боевого брата Юя. Пожалуйста, садись с нами». Этот человек был мастером секты дрейфующего облака, Вэй Иминь. У него была обычная внешность и 2 маленьких глаза. Однако, каждое его движение сопровождалось странной манерой. Казалось, он не был простым персонажем. Большое спасибо старшему боевому брату. Юноша сложил руки и прямо сел в кресло. В этот момент сидячие культиваторы закончили изучение группы Ханли и, наконец, перешли к 4 талантливым юношам. В глазах каждого из этих юношей горел яркий свет. Они невольно выпрямили свою осанку. Ханли был удивлен, как вдруг услышал слова мастера секты. Изучив новых учеников, мастер секты взглянул на других сидящих культиваторов и медленно сказал: «Да, эти ученики подходят, чтобы войти в нашу секту. В конце концов, нам уже несколько лет не попадались такие ученики, как эти. А вы, младшие боевые братья, что скажете, куда нам их отправить?» И, естественно, мы искренне согласны с тем, что окончательное решение будет вынесено старшим боевым братом Вэем, важным тоном проговорил старик с седыми волосами и закрутил свою короткую бороду. Затем его голос изменился, и он добавил: «На моей горы скрытых мечей не нужны новые внешние ученики. Однако для учеников внутренней секты мы уже отобрали 2 учеников в последний раз, и нам не хватает рабочей силы. Так что нам нужны ученики. Мне не нужны никакие другие ученики, кроме ученика с золотой фальшивой конституцией». Сказав это, он указал на высокого и крепкого молодого человека. Когда юноша услышал его, он был удивлен. Смертельно бледный мужчина средних лет вдруг сказал: «Хамф, возможно, вы получили меньше учеников в последний раз, но вы также получили ученика с двойственными атрибутами духовных корней. Излишне говорить, что нашей горе огненного облака должны выделить ученика в аномальной конституцией». Когда седовласый старик услышал это, он усмехнулся и покачал головой: «Ваша гора огненного облака в основном полагается на искусство культивирования огня, но культиваторы, обладающие золотой фальшивой конституцией, обладают металлическими атрибутами духовных корней. Младший боевой брат Ян, твое замечание неуместно. Даже если ваша гора скрытых мечей обладает техникой культивации металлических атрибутов, наше искусство закаливания металла старшего боевого брата Ли известно во всем государстве Си. Почему этот ученик не может культивировать свои техники у нас?» Мужчина средних лет не собирался отступать. «Ты». Мастер секты нахмурился и прервал их: «Достаточно, я услышал ваши мысли». Старший боевой брат Лю улыбнулся и добавил: «Верно. Спору старших боевых братьев не будет конца и края. Лучше, чтобы все решал мастер секты. В конце концов, независимо от того, какая гора примет его, он все равно будет учеником нашей секты дрейфующего облака. Нет смысла спорить».
Старик и смертельно бледный мужчина средних лет взглянули друг на друга, но старик поспешил сказать, слова младшего боевого брата Цу имеют смысл. Наша гора скрытого меча не будет жаловаться на решение мастера секты. Когда мужчина средних лет услышал это, он немного поколебался, а затем утвердительно кивнул головой. На лице мастера секты появилось расслабленное выражение. Немного подумав, он обратился к группе Хань Ли и спокойно сказал, эти ученики особенны, поэтому мы распределим их в последнюю очередь. В конце концов, 6 гор нашей секты дрейфующего облака никогда не отказывались от хорошей помощи. Давайте сначала распределим этих 7 учеников. Через 2 часа Хань Ли и бородатый мужчина стояли на огромной чаше и возвращались на гору рассвета вместе с культиватором Юем. Они уже надели одежду синего цвета, предназначенную для младших учеников секты, поскольку были распределены на гору рассвета. Культиватор Юй забрал из 2 из каменного зала, как только закончилось распределение. Что касается высокого и крепкого молодого человека, который пользовался большим спросом, его неожиданно назначили на гору иллюзорного камня. Хотя седовласый старик и мужчина средних лет были огорчены этим, им оставалось только смириться. Но, к счастью, каждому из них достался ученик внутренней секты, поэтому проблем не возникло. Хотя вы только вошли в секту в качестве внешних учеников, вам повезло, что вы были распространены на нашу гору рассвета. Наш боевой предок добросердечен и не будет относиться к вам жестоко. Вам нужно только выполнять задания в течение заданного времени. В оставшееся время вы будете свободны делать все, что пожелаете. Более того, за ваши заслуги боевой предок может наградить вас таблеткой заложения фундамента. В конце концов, внешние ученики и внутренние получают одинаковое количество заданий. Однако главная задача учеников внешней секты культивировать. Из-за ваших плохих способностей вы назначены на другие различные задачи, такие как сбор духовных лекарственных растений и создание талисманов. Многие боевые дяди достигли в этом значительных вершин, поскольку Хань Ли и бородатый человек уже были учениками горы рассвета, культиватор Юнь говорил с ними гораздо более мягким тоном, объясняя им порядки в секте. Глава 603. Распределение. Большое спасибо за ознакомление, боевой дядя Юй. Хотя Хань Ли неудобно произносить это, ему пришлось выразить свое почтение, произнося слова благодарности. Бородатый человек рядом с ним просто ухмыльнулся, казалось, будто он не присоединялся к его словам. Уже зная, что с этим человеком было что-то не так, Хань Ли почувствовал себя ошеломленным. Актерские способности этого мужчины достигли совершенства. Неужели он действительно не знал о странностях своего тела, в то время как старший боевой брат Мя также заметил что-то странное? Хань Ли был уверен, что культиватор на поздней стадии заложения фундамента не может видеть холодную ци. Явно что-то было не так. Культиватор Юй, казалось, был доволен, что к нему обратились с таким почтением, сказал им несколько слов и проводил в павильон, расположенный в центре горы рассвета. Они приземлились на платформу из известняка, где 2 молодых учеников-подростков болтали о чем-то. Когда они увидели культиватора Юя, они тут же прекратили говорить и направились к нему. Девушка с кукольным личиком усмехнулась и спросила, как хорошо, что прибыл боевой дядя Юй. Вы пришли навестить боевого предка, зная неукоснительность старшинства в мире культивации, Хань Ли был потрясен таким поведением девушки. Культиватор Юй улыбнулся и сказал, верно. Эти 2 — внешние ученики, которые наша гора получила в этот отборе. Я здесь, чтобы сообщить боевому дяде и посмотреть, какими старшими боевым братца он назначит их. Казалось, он хорошо знаком с девушкой. Затем девушка повернулась к Хань Ли и большому мужчине. Она сладко улыбнулась и сказала, ну, с прибытием новые младшие боевые братья. Если у вас будет возможность в будущем, пожалуйста, навестите меня и младшего боевого брата Синя. Я хочу рассказать немного о мире смертных. Буду ждать вас. Темнокожий подросток покорно пробормотал, если старшая боевая сестра хочет послушать об этом, то не надо и меня в это втягивать. Я бы предпочел культивировать. Ты можешь культивировать в любое время, когда захочешь, но появление новых учеников в горе рассвета из мира смертных происходит не так часто. Так что мы просто должны послушать рассказы извне. Хотя она была довольно молодой и ласковой, она смело относилась к мальчику, приводя его своими словами. Культиватор Юй криво усмехнулся и покачала головой, а затем повел Хань Ли и крупного мужчину во двор. Когда они шли, культиватор Юй предупредил, обратите внимание на этих 2. Младшая боевая сестра, мой младший боевой брат Синь, хотя и выглядят молодым и придерживаются того же старшинства, что и вы, но они являются потомками боевого предка из мира смертных. Хотя они еще не были приняты в качестве официальных учеников, это произойдет рано или поздно.
Не вздумайте оскорбить их, вас никто не сможет спасти от гнева боевого предка». Хань Ли с улыбкой кивнул головой, услышав это. Большой мужчина только потер затылок рукой и молча улыбался. Когда культиватор Юй увидел их реакции, он улыбнулся и утешил их: младший боевой брат Синь очень искренний человек. Он не сделает ничего неуместного. Хотя младшая боевая сестра Ма выглядит несколько озорной, она тоже очень добрая. Не нужно слишком беспокоиться о них, но будьте как можно внимательнее. Конечно, Хань Ли и большой человек неоднократно кивали головами в ответ на его слова. Затем они прошли через 3 двора, прежде чем оказались перед уединенным боковым крылом. Как только трое появились на боковом крыле, они слабо услышали мужской голос. «Это ты, Цзюнер?» Юй Цзюнь тут же остановился, услышав это, и торжественно ответил: «Я приветствую вас, мастер, твой 3-й боевой брат и твоя 5-я боевая сестра тоже здесь. Иди к нам и возьми тех 2 с собой». Судя по голосу мастера, казалось, он был в хорошем настроении. «Да». Юй Цзюнь не осмелился медлить и тут же позвал с собой Хань Ли и большого человека, а затем поспешно вошел в приоткрытую дверь боковой комнаты. Помимо нескольких горшков с неизвестными растениями, в элегантном и изысканном зале был только черный деревянный стол с набором стульев. Мужчина средних лет в одежде конфуцианского ученого сидел сбоку. Он выглядел довольно старомодно, у него были длинные тонкие усы и борода, висевшая на груди. Из-за этого он напоминал человека из потустороннего мира. Сбоку от него стояли старик и молодая женщина. Старик с морщинистым лицом и чистыми белыми волосами, безусловно, выглядел так, как будто ему оставалось недолго. Он молча улыбался. Женщине на вид было лет 20, у нее была прекрасная внешность. Юй Цзюнь поспешно шагнул вперед и глубоко поклонился им в знак приветствия: «Отдаю свое почтение мастеру. Приветствую вас, 3-й старший боевой брат, 5-я старшая боевая сестра, пожалуйста, встань. Здесь нет посторонних, так что не обязательно быть таким формальным. Итак, это новоприбывшие ученики». Мужчина средних лет махнул рукой, и Юй Цзюнь встал. Затем он с интересом осмотрел Хань Ли и большого человека. Когда Хань Ли увидел, что этот человек был культиватором на средней стадии формирования ядра, он почувствовал себя немного мрачным, но ему ничего не оставалось, кроме как улыбнуться и поклониться ему со словами «боевой предок». Большой человек сделал то же самое. Этот боевой предок не мог видеть ни особенность тела большого человека, ни настоящий уровень культивации Хань Ли. Затем он спросил их имена и небрежно сказал: «Хорошо, хорошо». После он повернулся к старику и молодой женщине рядом с ним и мягко проинструктировал их: «Поскольку вы 2 здесь, мне не придется беспокоить других. Поскольку вы эксперты по созданию талисманов и таблеток и вам не хватает людей, возьмите этих 2 новоприбывших учеников. Естественно, подберите им хорошее искусство культивации. Даже если они являются внешними учениками, и если уровень их культивации будет слишком низким, они станут мишенью для насмешек со стороны других членов секты с других гор». Старик с белыми волосами ответил с широкой улыбкой: «Да, мастер. Младшая боевая сестра и я возьмем себе по одному». Красивая женщина в возрасте 20 лет немного поколебалась, но затем кинула головой. Немного подумав, старик предложил: «Поскольку младшая боевая сестра тоже согласна, то что насчет того, чтобы я взял боевого племянника Дю ко мне в подразделение по созданию талисманов? Мне нужны крепкие помощники. А ты возьмешь себе другого». Женщина кивнула в знак согласия, даже не взглянув на Хань Ли. Когда мужчина средних лет увидел это, он кивнул головой и обратился к Хань Ли и крупному человеку: «Вы 2 можете идти, подождите снаружи. У меня все еще есть вопросы к вашим старшим». Хань Ли и большой мужчина переглянулись между собой, а затем поклонились и вышли. Выйдя из комнаты, они отошли метров на 10 и остановились. Вскоре после этого большой человек уставился на безоблачное небо вдалеке и остался в таком положении. Хань Ли тем временем подслушивал разговор внутри с равнодушным выражением на лице. Благодаря его мощному духовному чутью он с легкостью мог делать это. Хотя его выражение лица не изменилось, его глаза несколько раз сдвинулись вбок. Спустя промежуток времени, за который можно закончить обед, дверь в боковую комнату наконец открылась, и оттуда вышли 3 ученика. Старик безмолвно поднял руку и опустил тонкий магический инструмент. Попрощавшись с женщиной и Юй Цзюнем, он поднялся в небо вместе с большим человеком. В этот момент женщина подошла к Хань Ли и холодно взглянула на него. Она сказала равнодушным тоном: «Пойдем. Ты вернешься вместе со мной в мою пещерную резиденцию». Слабая ухмылка мгновенно появилась на лице Хань Ли, а затем он кивнул с равнодушным выражением на лице. По вспышке красного света туман охватил их обоих.
через 4 часа Хань Ли появился в незнакомом саду лекарственных растений, который был более 300 метров в ширину. В саду лекарственных растений было много видов духовных лекарственных трав и соломенный дом с 3 комнатами. Когда Хань Ли увидел безымянную маленькую гору неподалеку, он погладил себя по подбородку и слегка улыбнулся. Раньше холодная и элегантная женщина стадии заложения фундамента использовала красную ленту, чтобы доставить их в ее пещерную резиденцию. Эта боевая тетя, Мупейлин, спросила его, чем он хочет заняться: ухаживать за садом лекарственных растений или научиться искусству создания таблеток. Это ошеломило Хань Ли, но он тут же сделал свой выбор без колебаний. Затем женщина стала объяснять Хань Ли, как правильно ухаживать за садом лекарственных растений. Уход оказался довольно простым. Он должен был следить за определенным количеством лекарственных ингредиентов, а остальное время он мог тратить на культивацию. Хотя у внешних учеников также была возможность изучать создание лекарственных таблеток, сложность заключалась в том, что они должны были каждый месяц сдавать фиксированное количество таблеток, что значительно сокращало время на их культивацию. В результате каждый из них имел свои преимущества. Недолго думая, Хань Ли решил выполнять простейшую задачу и ухаживать за садом. Эта задача была создана специально для него. Так он мог спокойно культивировать, не опасаясь быть раскрытым. Сначала он думал, что ему нужно будет сбегать с работы, чтобы культивировать. Но, как выяснилось, эта задача в саду лекарственных растений была для него отличным шансом, и очень ему подходила. Холодная, элегантная женщина не показала ни малейшего удивления по выбору Хань Ли. Как только Мупейлин привела его сюда, она убрала изначального хранителя сада лекарственных растений и оставила Хань Ли нефритовую пластинку, где было описано искусство культивации водного атрибута, искусство глубокого льда. Этот сад лекарственных растений теперь стал достоянием Хань Ли. Глава 604. Устранение потенциальных проблем. Хань Ли пождал, когда элегантная женщина исчезнет в небе, а затем щелкнул ладонью. Теперь в руке появился синяя нефритовая пластинка, зеленая нефритовая пластинка и желтый командный талисман. В зеленой нефритовой пластинке были указания и рекомендации, как ухаживать за лекарственными растениями, оставленные предыдущим смотрителем. Поскольку класс лекарственных трав здесь был довольно распространенным, а сортов было не так много, то заботиться о них было бы легко. Что касается синего нефритового талисмана, на нем было искусство культивации, которое ему оставила Мупейлин. Искусство глубокого льда и близко не напоминало высокоранговое искусство культивации. Оно было настолько слабым, что его даже нельзя было назвать искусством культивации второго ранга. Его единственное достоинство заключалось в том, что его было легко культивировать и прорываться через узкие места. Но она дала ему это не из-за плохих намерений. Поскольку Хань Ли был внешним учеником, уровень его культивации должен был быть слабым, поэтому она решила дать ему более легкое искусство культивации. Командный медальон был предназначен для контроля над заклинанием, которое окружало сад лекарственных растений. Разумеется, Хань Ли просто бросил 3 этих предмета в свою сумку для хранения безо всякого уважения. Затем он неторопливо подошел к соломенному дому и прошел мимо, а затем ушел. Хань Ли вдруг взглянул на маленькую гору за садом с легкой улыбкой на лице. Он медленно закрыл глаза и постепенно высвободил свое духовное чутье, осмотрев окружающее пространство в радиусе 15 километров. Увидев, что в этом районе нет других культиваторов, он небрежно взмахнул руками. Раздался звон дюжины мерцающих лазурных мечей, которые в следующую секунду вылетели из его рукава и метнулись в сторону маленькой горы. Под контролем его духовного чутья его летающие мечи быстро вырезали пещеру в горе, словно она была сделана из тофу. Спустя несколько мгновений в пещере появилась глубокая резиденция. Затем сознание Хань Ли разделилось на множество нитей, поскольку он контролировал каждый из своих летающих мечей. Каждый из них начал торопливо вырезать каменные комнаты, каждая из которых была уникальна по своим размерам и назначению. Поскольку Хань Ли уже стал невероятно умелым в расщеплении своего сознания, ему для этого не потребовалось много усилий. Примерно через 6 часов в горах появилась новая маленькая пещерная резиденция. На лице Хань Ли появилась довольная улыбка, как только его пещера была завершена. Затем он достал несколько наборов флагов и дисков. В мгновение ока маленькая гора была окружена несколькими уровнями высокоранговых ограничительных заклинаний. Несмотря на то, что эти заклинания не смогли бы ускользнуть от острого духовного чутья культиватора зарождающейся души, для культиватора формирования ядра этого было достаточно. На это Хань Ли решил остановиться. В конце концов, высокоранговому культиватору было нечего делать в таком пустяковом саду лекарственных растений. Кроме того, это были всего лишь временные меры предосторожности.
После того, как он усовершенствует и установит формацию ограничения духа, даже культиватор зарождающейся души не сможет обнаружить его. Закончив устанавливать ограничительные заклинания, Хань Ли поместил девятилистный духовный женьшень в маленьком саду лекарственных растений в своей пещере. Установив вокруг него нескольких грозных ограничительных заклинаний, Хань Ли высвободил его. Девятилистный духовный женьшень был решающим фактором, с помощью которого он мог сконденсировать зарождающуюся душу. После этого Хань Ли разметил золотисто-серебристых золотых прожорливых жуков в комнату для насекомых. Черных золотых прожорливых жуков он убрал в другую комнату, поскольку не мог заставить их начать размножаться даже с помощью радужной травы. Рядом с комнатой насекомых была комната духовных зверей, которую он специально приготовил для плачущей души. Поскольку зверь поглотил такое большое количество душ призрачных зверей, он глубоко спал с тех пор, как вернулся в его сумку для хранения. Хань Ли не хотел будить его. Хань Ли предположил, что поскольку плачущая душа поглотил столько душ, он начал эволюционировать. Хань Ли этого и хотел. Получив безопасное убежище, Хань Ли немедленно принял меры для защиты зверя. В этот момент Хань Ли также решил использовать сон зверя, чтобы доработать жемчужину контроля плачущей души в его желудке до завершения. Из-за стремительных достижений плачущей души Хань Ли был немного обеспокоен тем, что не сможет полностью контролировать эволюционировавшего плачущую душу. Во время пребывания в призрачной области он почувствовал, как жемчужина плачущей души несколько раз шевелилась в него в животе, когда плачущая душа поглотила несколько крупных душ призрачных зверей. Хотя Хань Ли сохранял спокойствие перед фиолетовой духовной феей и Мэйнин, он был очень взволнован. Теперь, когда у него появилась возможность, он решил разобраться с этим. Согласно объяснениям Юань-Я симптомов жемчужины плачущей души, они не были большой проблемой для Хань Ли, учитывая его превосходную магическую силу и духовное чутье. Более того, с тех пор, как плачущая душа увеличилась в 2 раза, симптомы, возможно, прошли сами, но Хань Ли не мог так рисковать. Таким образом, он решил, не будет сразу заниматься усовершенствованием жемчужины плачущей души, а решил заняться другим, более важным вопросом. Это касалось духовной энергии ветра в его теле, которая еще не рассеялась. Фэн Си, ветровой зверь 9-го ранга, естественно, не мог преследовать его в южном небесном регионе, однако тот факт, что духовная энергия ветра все еще оставалась в его теле, была большой причиной для беспокойства. Возможно, в будущем могло произойти еще что-то, но сейчас Хань Ли не мог избавиться от этой вредной энергии. Он несколько раз пытался это сделать. С течением времени у него был только неуклюжий метод использования магической силы, чтобы насильно прогнать ее. Хотя это было возможно, требовалось немало времени. Именно по этой причине Хань Ли оставил ее до сих пор. Теперь, когда он расположился в тихом месте, он решил полностью избавиться от этой опасности в своем теле. Оставив марионеточных обезьян стеречь сад лекарственных растений, он в свою комнату для культивации. Хань Ли сел, скрестив ноги, в тихой комнате с торжественным выражением и погрузил свое духовное чутье в свое тело. Он осмотрел блестящую сферу золотого света, которая содержалась внутри его дантяня, и заметил, что с ней не произошло никаких изменений. Спустя мгновение он решил контролировать божественную дьявольскую молнию, которая окутывала вредную энергию, и сеть молний медленно расслабилась, что привело к взрыву. Изначально спокойная энергия, содержащаяся в молнии, тут же стала беспокойной и тут же вырвалась наружу. Как только поток вредной энергии ускорился, духовное чутье Хань Ли ускорилось, и золотая молния снова окутала духовную энергию ветра, закрыв щель. Не зная, что это за хаотичная вредная ци, в которой содержалась духовная энергия ветра, Хань Ли чувствовал себя очень обеспокоенным тем, что даже тонкая нить этой энергии может повредить его меридианы. Подавляя страх, он высвободил всю магическую силу в своем теле и начал насильственно изгнать щепотку этой вредной энергии. Хотя он неподвижно сидел в тихой комнате, все его тело покрылось крупными бусинами пота. В мгновение ак пролетело 4 часа. Хань Ли открыл глаза и энергично огляделся. Затем он махнул рукой и щелкнул пальцами, выбив 2 капли серой жидкости на каменные стены. Там, куда они ударили, появились 2 маленьких отверстия. Хань Ли глубоко вдохнул с облегчением и вытер холодный пот со лба. Хотя процесс выдавливания был невероятно болезненным и напряженным, но он работал. Если бы он продолжил в таком духе, он прикинул, что ему понадобится около полугода на то, чтобы полностью избавить свое тело от этой духовной энергии ветра. Это сильно облегчило его волнение. Немного отдохнув, Хань Ли спокойно вытащил черный чемодан из своей сумки для хранения и просмотрел метод установления формации ограничения духа. Он всегда интересовался этим заклинанием, но у него не было времени, чтобы тщательно изучить его.
Теперь он воспользовался возможностью, чтобы вникнуть в его суть, поскольку он не чувствовал бы себя в полной безопасности, пока эта формация не установлена вокруг пещерной резиденции. В последующие дни Хань Ли разделил свое время на несколько частей. 4 часа в день оттратил на изгнание духовной энергии ветра из своего тела, часть времени на усовершенствование жемчужины плачущей души, остаток времени он изучал формации ограничения духа. За садом лекарственных растений следили марионеточные обезьяны. Кроме того, Хань Ли продолжал использовать зеленую жидкость, чтобы вырастить радужную траву, чтобы кормить ее своих прожорливых жуков. Он чувствовал, что жуки снова скоро начнут размножаться. Так монотонно проходил день за днем. В мгновение Ак пролетело несколько месяцев в мгновение Ак. За это время Му Пейлин посетила его 2 раза. Однажды увидела, что Хань Ли занимается уходом за лекарственным садом в соответствии с ее условиями, поэтому она больше не обращала внимания на сад. Женщина не интересовалась тем, как Хань Ли культивирует искусство глубокого льда, и не собиралась ему ничего объяснять, поскольку он не задавал никаких вопросов. Глава 605. Техника кроваво-теневого уклонения. Во время своих посещений Мэй Пейлин относилась к Хань Ли с совершенным безразличием, как он того и хотел. Было бы лучше, если бы эта женщина вовсе забыла про этот сад лекарственных растений. Если она перестанет посещать его, это будет очень выгодно для его культивации. Спустя месяц Хань Ли наконец достиг совершенного понимания формации ограничения духа и тут разместил его вокруг своей горы с пещерной резиденцией. В результате даже слабые духовные колебания ци от ограничительных заклинаний полностью исчезли. Хань Ли был доволен, что с внешней стороны маленькая гора казалась совершенно обычной. В течение следующих 3 месяцев Хань Ли полностью усовершенствовал жемчужину плачущей души и устранил духовную энергию ветра намного быстрее, чем он ожидал. Но больше Хань Ли был удивлен тем, что не чувствовал головных болей, соединяя свое духовное чутье с жемчужиной плачущей души, когда он полностью усовершенствовал ее. Казалось, что неожиданная эволюция плачущей души также привела к тому, что жемчужина плачущей души претерпела странную трансформацию. Это было обнаружено опытным путем. Хотя избавлять от ядовитой духовной энергии ветра было очень изнурительно, как только он избавился от большей части, сам процесс пошел быстрее. Мало того, что вредная энергия стала менее болезненной, но также смог избавиться от нее за меньший промежуток времени. Последние несколько нитей энергии были выведены чрезвычайно легко. Тщательно осмотрев свое тело, Хань Ли не обнаружил никаких аномалий и почувствовал облегчение. Разобравшись с самыми важными вопросами, Хань Ли сосредоточился на своей культивации и создании лекарственной таблетки из 9-листного духовного женьшеня. Он несколько раз размышлял над вопросом о своей культивации, а затем принял решение об одновременной культивации 4-го слоя техники великого развития и искусства владения лазурным мечом. Согласно его предыдущему опыту во время формирования золотого ядра, мощное духовное чутье способствовало прорыву через узкие места. Даже если 4-й слой техники великого развития был чрезвычайно сложным, Хань Ли собирался культивировать его. Даже если духовное чутье не оказало бы большой пользы в конденсации зарождающейся души, оно все равно было бы очень полезным против врагов. Хотя это несколько увеличивало время, необходимое для достижения ложной стадии зарождающейся души, Хань Ли верил, что его выбор был правильным, поскольку, в худшем случае, он потерял бы немного времени. Между тем Хань Ли не мог позволить себе быть небрежным при усовершенствовании 9-листного духовного женьшеня. Хотя другие материалы легко можно было заменить, 9-листный духовный женьшень, демоническая эхо-трава 8 класса и агатовый рог было невозможно найти в небесном южном регионе. И если бы Хань Ли потерпел неудачу в процессе создания таблетки, заменить их было бы нечем. В результате Хань Ли начал изучать формулу для 9-листного духовного женьшеня в перерывах между его культивацией. Он приготовил несколько различных таблеток в соответствии с методами, описанными в формуле, чтобы улучшить свою технику изготовления таблеток. Время шло медленно, пока он пробовал создавать таблетки. В это время он также изучал демонические письмена, чтобы научиться читать старую книгу и медную пластину. Воспользовавшись своей эйдетической памятью, Хань Ли смог легко понять древние письмена и начал просматривать детали старой книги. В старой книге было записано искусство демонической культивации «Трансформация 9 ветров». Посмотрев его, Хань Ли обнаружил, что эта техника была специализирована для демонических зверей типа птиц. В ней был ряд искусств заклинаний, техники культивации тела и 2 секретных метода. Об искусстве заклинаний и технике культивации тела не могло быть и речи. Даже если мощный демонический зверь пробовал культивировать его, то его тело разрывалось на части. Что касается 2 секретных методов, то один из них был техникой маскировки, которую он одним использовал все это время, техника скрытого ветра.
Однако безымянный метод маскировки был слегка изменен, чтобы человек мог его использовать. В настоящее время он не имел никакой ценности для Хань Ли. Однако другая секретная техника, которая была описана, представляла большой интерес для Хань Ли — техника кроваво-теневого уклонения. Как следует из названия, кроваво-теневое уклонение — это техника передвижения, которая использует свою кровавую сущность, что позволяет мгновенно переместиться на 50 километров. Секретные приемы, которые использовали кровавую сущность, в основном использовали культиваторы дьявольского Да. Однако эта техника кроваво-теневого уклонения сильно отличалась от секретных техник людей. Прежде всего, человек не способен был контролировать расстояние, пройденное с помощью этой техники. Когда эта техника была активирована, человек мгновенно превращался в размытое малиновое пятно, которое затем появлялось в 50 километрах от изначального местоположения. Во-вторых, этот секретный метод требовал большого, фиксированного количества кровавой сущности. Как только техника была активирована, кровавая сущность для этой техники тут же воспламенялась. Однако, если у человека было недостаточно кровавой сущности, техника растворяла тело и превращала в кровавое облако. Это была действительно опасная техника. Наконец, для активации этой техники требовалась пара крыльев. Поскольку техника кроваво-теневого уклонения была слишком быстрой, крылья были нужны для поддержания баланса и особой молниеносной техники. Использование этой техники движения могло привести к тому, что можно было убиться об землю или вернуться в изначальное место. В общем, невозможно было использовать эту технику без крыльев. Хань Ли внимательно прочитал секретную технику несколько раз. Вне зависимости от написанного, он чувствовал, что эта техника очень подходит для него. В то время как у других людей не было крыльев, у Хань Ли были грозовые крылья. Духовные крылья из магического сокровища ничем не отличаются от настоящих крыльев. Если техника кроваво-теневого уклонения была по-настоящему так же удивительна, как описано, то это был оптимальный способ для побега. В конце концов, грозовые крылья можно было использовать только молниеносное уклонение, перемещаясь на короткое расстояние. Ему приходилось постоянно мерцать, он не мог тайно скрыться. Запомнив метод культивации техники кроваво-теневого уклонения, Хань Ли стал изучать медную пластину. Методы в медной пластине не имели названия, а в описании не было никакого смысла. Хань Ли также обнаружил, что странные позы для культивации были невозможны для человека. Просмотрев записанные методы, Хань Ли пришел в замешательство. Он тут же вспомнил слова водяного дракона. Эта божественная пластина была повреждена. Неудивительно, что он не мог понять, что там написано. Поняв это, Хань Ли сильно приуныл и отложил эту пластину. С того дня Хань Ли добавил технику кроваво-теневого уклонения к своей процедуре культивации, помимо техники великого развития и искусства владения лазурным мечом. Позже он почувствовал, что уловил суть техники, он не осмеливался опробовать ее. Значительное снижение кровавой сущности было рискованным делом. В мгновение ока пролетело полгода. Сидя в тихой комнате, культивируя технику великого развития, Хань Ли вдруг открыл глаза. Странное выражение промелькнуло у него на лице, когда его тело засветилось лазурным светом. В следующее мгновение он выскочил из своей пещерной резиденции и помчался в сад лекарственных растений. Спустя мгновение Хань Ли стоял перед деревянным домом в лекарственных растений, убрав всех своих марионеток. Он задумчиво взглянул на юго-восток и тут же вошел в деревянный дом. Затем он сделал себе чашку чая и принял расслабленное положение. Спустя мгновение снаружи сада лекарственных растений раздался вежливый голос: «Простите, вы не подскажете, старшая боевая сестра Юань?» «Я Куй Хуан с горы скрытых мечей», в голосе юноши звучала тревога. «Старшая боевая сестра Юань». Это имя смотрителя сада лекарственных растений, лицо Хань Ли оставалось спокойным, когда он услышал голос. Он медленно поставил свою чашку и ответил: «Старший боевой брат, нет необходимости кричать». Старшая боевая сестра Юань покинула это место полгода назад. За этим садом духовных лекарственных растений слежу я. Если вы хотите ее найти, то вам стоит посетить пещерную резиденцию боевого дяди Му. Что? Сад лекарственных растений сменил смотрителя. Юноша был поражен. Судя по всему, он пришел в сад не за тем, чтобы найти кого-то, а каким-то лекарственным растением. Человек усмехнулся и любезно проговорил: «Раз старшей боевой сестры Юань здесь нет, тогда ты, может, сможешь мне помочь. Сними ограничительное заклинание, чтобы я мог побеседовать с тобой». Хань Ли потер подбородок. Судя по тому тону, с которым незнакомец говорил с ним, у Хань Ли не было оснований, чтобы отказать ему. Немного подумав, Хань Ли вышел из дома и достал желтый командный талисман. По вспышке яркого сияния туман, окружающий сад лекарственных растений, начал медленно рассеиваться. На юго-востоке от ограничительного заклинания стоял молодой человек.
У мужчины были узкие глаза, густые брови и большой прямой нос. Его голова была также немного меньше, чем у обычного человека. Хотя он и не был уродлив, но выглядел несколько забавно. Он был только на 9-м уровне стадии конденсации ЦИ, что несколько уступало Ханьле. Неизвестно, как этот человек смог войти в секту дрейфующего облака.